Ил-86 был гигантом, спроектированным не в свое время. Он перевозил сотни пассажиров, имел собственные трапы и даже заставлял пассажиров самостоятельно нести свой багаж. Более того, за 20 лет эксплуатации он не потерял ни одного пассажира. Но сегодня его больше нет в небе. Как так получилось, что самолет, будучи настолько надежным, оказался вытеснен историей? Проблема действительно была в самом Ил-86. Или мир просто изменился быстрее, чем он? Как человек, который только начинает создавать новый контент, я очень ценю вашу поддержку. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Приятного просмотра. Конец 60-х, начало 70-х. В авиации происходила тихая, но по-настоящему глубокая революция. Американцы с выходом Boeing 747 представили не просто новый самолет, а целый новый класс – широкофюзеляжные пассажирские лайнеры. 2 прохода, сотни кресел за один рейс, пассажиров столько, сколько в небольшом городе. Советский Союз внимательно следил за этими изменениями. Страна простиралась на огромные расстояния, и пассажиропоток стремительно рос. Особенно в летние месяцы спрос на направление к Черному морю, в Крым и на Кавказ превышал возможности существующих самолетов. Основной пассажирский лайнер того времени, Ил-62, каким бы элегантным и надежным он ни был, уже не мог перевозить за один рейс достаточное количество людей. Проблема была очевидна. Нужен был самолет, способный за один раз перевозить гораздо больше пассажиров. Но это означало не просто создать самолет побольше. Реальность советских аэропортов сильно отличалась от современных западных хабов. Во многих аэропортах не было пассажирских телетрапов, багажные системы были слабо развиты, погрузочная техника ограничена. Значит, новый самолет должен был быть не только большим, но и независимым от наземной инфраструктуры. Эта задача была поручена конструкторскому бюро Ильюшина. Перед инженерами стояла не просто техническая проблема, а системный вызов. Как создать пассажирский самолет такого же масштаба, как на Западе, но без западских стандартов и инфраструктуры? Основная идея Ил-80 начиналась с фюзеляжа. У узкофюзеляжных самолетов того времени диаметр составлял примерно 3,5 метра. Внутри 6 кресел и 1 проход. Это было практично, но серьезно ограничивало вместимость. Ил-86 сознательно пошел на разрыв с этим ограничением. Диаметр фюзеляжа был увеличен почти в 2 раза. В салоне появились 2 прохода и 9 кресел в ряд. Возникло просторное пространство, в котором пассажиры могли свободно двигаться и перемещаться по салону. Но дело было не только в комфорте. Широкий фюзеляж создавал большие объемы под пассажирским полом. Инженеры Ильюшина использовали это пространство не только для багажа, но и для стандартных грузовых контейнеров, буфетов и служебных помещений экипажа. Так Ил-86 превратился в высокоемкий воздушный автобус, способный одновременно перевозить и пассажиров, и груз. Однако такой масштаб порождал новые инженерные задачи. Системы кондиционирования, которые должны были поддерживать комфорт для сотен людей одновременно, прочность огромного фюзеляжа под давлением и нагрузками, и, наконец, возможность быстрой эвакуации значительно большего числа пассажиров в случае чрезвычайной ситуации. Ил-80 стал первым самолетом, который преодолел этот рубеж в советской гражданской авиации, но по-настоящему уникальным его делало не только то, каким он был в воздухе, а то, как он работал на земле. Пассажир, поднимающийся на борт Ил-86, действовал не так, как мы привыкли. Он входил в самолет прямо с перрона, по встроенным трапам в нижней части фюзеляжа. Чемодан он нес с собой. На нижней палубе пассажир самостоятельно размещал багаж в предназначенных для этого отсеках, а затем по внутренней лестнице поднимался в пассажирский салон. На первый взгляд, такая система может показаться человеку странной. Почему эта работа возлагалась именно на пассажира? Ответ был продиктован условиями советских аэропортов. Во многих из них не существовало багажных конвейеров, а погрузочная техника была крайне ограниченной. Инфраструктура, необходимая на Западе для быстрой подготовки широкофюзеляжных самолетов, в Советском Союзе просто отсутствовала в нужном объеме. Ил-86 решил эту задачу принципиально. Самолет мог эксплуатироваться без зависимости от наземной инфраструктуры. Он приземлялся, открывал двери, принимал пассажиров и отправлялся в полет. Не было багажных лент, не было проблемы потерянных чемоданов. Все оставалось под контролем самого пассажира. Этот подход был по-настоящему смелым, и в то же время он ясно показывал суть. Ил-86 проектировался не по мировым стандартам, а исходя из советской реальности. С самого начала это был не самолет для всего мира, а самолет для своего мира.
Чтобы поднять в воздух самолет такого масштаба, требовались по-настоящему мощные двигатели. Ил-86 был оснащен 4 двигателями НК-86. Суммарная тяга была достаточной, чтобы уверенно оторвать от земли машину массой около 200 тонн. Крейсерская скорость составляла примерно 900 км в час. По меркам своего времени этого было более чем достаточно. Однако эта мощь имела две серьезные стороны. Первая – расход топлива. Эти двигатели сжигали топливо десятками тонн в час. Пока нефть оставалась дешевой, это не воспринималось как проблема. В советской экономике стоимость топлива долгое время не была решающим фактором. Но мир изменился. Нефтяные кризисы и рыночные цены в одночасье превратили такой расход в тяжелое бремя. Вторая – шум. По мере ужесточения международных авиационных норм двигатели Ил-86 все чаще стали относить к предыдущему поколению. Многие западные аэропорты просто отказывались принимать самолет с таким уровнем шума. И даже при полной технической исправности из-за политических и экологических ограничений Ил-80 лишался доступа к целому ряду маршрутов. В воздухе Ил-86 был устойчивым и надежным, на земле – практичным, но в эксплуатации он был дорогим и слишком шумным. Настоящей сценой для Ил-86 стали внутренние линии Советского Союза от Москвы к побережью Черного моря, в Крым, на Кавказ. В летний сезон за один рейс можно было перевозить сотни пассажиров. Просторный салон, 2 прохода и свободная компоновка стали настоящим контрастом для людей, привыкших к узкофюзеляжным самолетам. Пассажиры могли ходить по салону и даже при полной загрузке не чувствовали себя зажатыми. Самолет работал почти как воздушный общественный транспорт. Он был спроектирован по принципу: один рейс – максимально возможное число пассажиров, и с этой задачей справлялся безупречно. Международные полеты оставались ограниченными. Дальности полета не хватало для трансатлантических маршрутов, а шумовые ограничения создавали проблемы во многих европейских аэропортах. Ил-86 создавался не для того, чтобы облетать весь мир, а для того, чтобы нести нагрузку своей собственной географии. Ил-86 чаще всего вспоминают из-за расхода топлива и уровня шума, но есть факт, который часто остается в тени. За все годы эксплуатации не погиб ни один пассажир. Для самолета, перевозившего сотни людей за рейс, это по-настоящему исключительная статистика. Почему так получилось? Большие запасы прочности, заложенные в конструкции, относительно простые и хорошо знакомые маршруты. И, конечно, немного удачи. Пилоты часто говорили об Ил-86 как о самолете, который не преподносит сюрпризов. Большой, тяжелый, но при этом предельно предсказуемый. Помимо своей гражданской карьеры, у Ил-86 была и другая, менее известная сторона. Военные версии, созданные на той же платформе, предназначались для того, чтобы в условиях кризиса или войны управление страной могло продолжаться в воздухе. Передовые системы связи, защита от электромагнитного импульса, способность длительное время находиться в полете. Внутри гражданского фюзеляжа существовал совершенно иной мир. И это подчеркивало еще одну особенность Ил-86. Как платформа, он был надежным и прочным. Проблема заключалась не в надежности, она была в времени. К началу 2000-х изменились 3 ключевых фактора. Экономика. Топливо больше не было дешевым. Каждый рейс Ил-86 означал серьезные затраты. Правила, шумовые и экологические стандарты стали гораздо жестче. Многие международные аэропорты закрыли свои полосы для двигателей этого поколения. Конкуренция. На рынок вышли более тихие, дальнемагистральные и экономичные самолеты. Модели нового поколения, выполнявшие ту же работу с меньшим расходом топлива, стали для авиакомпаний неизбежным выбором. Ил-86 ушел со сцены не потому, что был плохим самолетом, а потому, что мир менялся слишком быстро. Ил-86 так и не стал глобальной иконой. Но проблема была не в самом Ил-86. Если вы летали на этом самолете или у вас с ним связаны какие-то воспоминания, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. Возможно, некоторые самолеты продолжают жить не в небе, а в памяти людей. Если вы хотите, чтобы подобные истории выходили и дальше, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал.